Новый год и все вот эти вот праздники, которые с ним связаны. Кто как отдыхает. Кто-то их проводит дома, кто-то отправляется путешествовать, а кто-то двигается куда? За границу. Понимаете? За границу. И тут понеслось. Приехали мы в место, где я, в принципе, всегда в Беларуси отдыхаю. Вы знаете, в телеграм-канале Heart and Sight вы можете это все посмотреть. Приехали в казино «Опера», гостиница «Пекин», погуляем, то есть отдыхаем, но взяли с собой замечательного нашего оператора. И это был самый правильный наш выбор. Почему? Потому что именно здесь зародилась следующая идея. А может быть, снимем кухню традиционную? Он мне, знаешь, что говорит? Вот этот красивый за кадром. Он мне говорит: ай, ну давай. Я говорю: слушай, начали выбирать заведение. Я говорю: давай попробуем, если разрешат. Все-таки этот красивейший вот ресторан, он при казино находится. Я говорю: если разрешат, может быть, поснимаем. И нам разрешили. Мало того, что нам разрешили, нам еще и пошли навстречу. И сейчас, я думаю, вы познакомитесь с очень интересными людьми, с очень интересной историей, которые нам расскажут про это заведение. Ну и ознакомимся с меню, в котором свыше 300 блюд. Представляете, бывает же такое. Друзья мои, в свое время я просто хотел почилить и отдохнуть в каком-то месте, в котором я еще не бывал. Мне мои товарищи, наши коммерческие партнеры, просто мои товарищи по жизни предложили: Лех, поехали, мы в Казик едем в Беларусь отдохнуть, почилить, ну и поиграть в рулетку. А я всю жизнь хотел посмотреть, как именно вот профики играют в рулетку. Я знаю, что люди там пол своей жизни вот это вот, да. Я говорю: ну давай поедем посмотрим. Вы знаете, я вот это люблю, всякие вот эти вот штуки-дрюки, да. Приехали, и я просто немножко здесь подвыпал с того, насколько вот эта вот вся атмосфера, вот это вот, знаете, вот, ну вот все в совокупе, и я вот здесь вот решил отдыхать. Я приехал раз, я приехал два, приехал три, и каждый раз восхищаюсь и изумляюсь этим местом в плане вот кухни, атмосферы, вообще вот всего, что здесь вот связано с этим местом. Я просто сажусь на самолет, трачу час времени, и я уже вообще в другом мире, вообще с совершенно другими людьми, в другой атмосфере. Короче, я здесь отдыхаю. Ну что ж, давайте перейдем к знакомству, ну и пригласим человека, который нам более подробно расскажет про это заведение. Погнали. С нами, между прочим, любезно согласился пообщаться. Да, сейчас все думают, там, директор, не директор. Метродотель. Знаете, кто это? Я сам не знаю. Давайте подробнее узнаем и познакомимся с этим прекрасным человеком. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Очень приятно. Заур, метродотель ресторана. Метродотель, я правильно сказал? Все правильно. Ну что ж, давайте знакомиться. Ну что ж, Заур, кто все-таки, прикинь, сложные слова пошли. Ну что ж, Заур, кто все-таки такой метродотель? И вообще, правильно я сказал это слово? Ну, в принципе, да. Метродотель – это человек, который умеет поднять настроение всем, независимо от категории. Это человек праздника, который умеет. И, ну, гости меня называют маэстро. Надо уметь в психологии работать, надо уметь общаться, надо уметь предлагать. В общем, вы следите за общим настроением во всем заведении. Абсолютно. Как, что, где, чтобы никто не грустил. Да. Итак, немного о себе, если это не секрет, конечно. С чего начинали, кто где, для многих, может быть, тоже захочет повторить. Наверняка по внешности вы поймете, что я родом из Баку. Долгое время работал в Москве, в банкетных залах, в ресторанах, в казино. 24 года опыта. И так получилось, что я появился в Беларуси на открытии. В 2015 году мы открылись, по сегодняшний день мы работаем. Все замечательно. Алексей, я отвечаю за настроение праздника. Да. Давайте пригласим шеф-повара нашего. Наверное, это логично. Да? Алексей. Вечер. Константин. Ну что ж, сказали, да, что вы отвечаете за кухню, да, правильно? Да, я являюсь шеф-поваром данного заведения, ресторан Луи 13. Я отвечаю за кухню и готов вас сегодня удивить.
Ну что ж, а мы вроде ничего не заказывали. Это первый подарочек, комплимент от шеф-повара. Чтобы за пустым столом не Ну сидеть. как вы можете пустить? Ну все правильно. Что ж, мы первый раз, что ли, да? Ну давайте, присаживайтесь. Константин, расскажите о себе. Я начинал с того, что отец меня пригласил в свой ресторан понаблюдать вообще за процессами. Обалдеть, это у вас как семейное, то есть, да? Семейное прямо, да. Я и дома учился у него. Мгм. Вот. Потом начал с самого низкого, с мытья Обучение. посуды на кухне. Даже так. То есть по вам можно фильм снимать, да, как это? Прямо так получается. Полгода я там работал и наблюдал за кухней, мне это прям очень понравилось. Ходил в свободное время стажироваться, с самых азов, учился резать и всем мелочам. Потом там работал и дорос в том ресторане до заместителя шефа. А здесь вы давно, недавно? Здесь я с открытия, то есть больше 8 лет. Я ребятам, кстати, сказал, что в вашем меню представлено свыше 300 позиций блюд. Я прав? Это только в меню, но мы также работаем с нашими гостями и не по меню. Это как? Ну, в том числе благодаря маэстро Зауру. То есть, вот это сейчас начинается. То есть, я пришел и говорю, хочу, чтобы вот все вот это вот вертелось на вертеле, да, допустим. И Заур это организует. Я думаю, что невозможное возможно. Мы вместе договоримся и обязательно что-то придумаем. Я, знаете, ребят, хочу на эту тему сказать отдельно. Вы будете смеяться, но, может быть, кстати, даже ребята об этом и не знают, но шеф точно не знает. Вчера, когда мы сидели, отдыхали, по-моему, заказал Дима борщ, там еще что-то. Мелочь, я повторюсь, это до смешного мелочь, но все-таки. Взяли пенного, да? Я говорю, девчонки, официанткам, я говорю, а есть что-нибудь к пенному у нас, да? Говорят, ну, вот это. Я говорю, а греночки вот с чесночком, ну, как мы любим, да, вот это вот. И говорят, ну, вообще, как бы их нет, но сейчас, вот прям вот сейчас мы что-то организуем. 6.5 hours later. Чесночочек зажег. Это было очень приятно, потому что если заведение идет навстречу, то есть, да, в меру, конечно, своих возможностей, это очень здорово. Моментально сделали вкуснейшие греночки, вот именно из черного хлеба, чтобы они прям хрустящие были. Какие блюда мы сегодня будем с вами кушать? Я думаю, что, может быть, вы видели, знаете. То, что у нас обычно как? Мы выбираем блюда, да, но есть нюанс. То, что у вас их огромное количество, и то даже, чего нет. Я предлагаю сделать следующим образом. Я закажу то, что я здесь постоянно беру. Это будут морепродукты. Вы, как все-таки человек с Кавказа, и который уж кто никак другой точно разбирается и в блюдах, и во всем остальном, и в Я уже настроении. прочитал ваши мысли. Вот. Вы выберете свое блюдо, которое также появится на столе. А вы, как шеф, приготовите то блюдо, которое не то чтобы вам больше всего нравится, а вот с которым бы вы тоже встретили гостей. И, так как я затейник, да, у меня тут мысли они идут, я предлагаю четвертое блюдо, то, которого у вас нет в меню, да, раз мы за это заговорили, но которое, возможно, будет, либо которое, может быть, кто-то из гостей берет. Что-то необычное, интересное и очень с красивой подачей. Договорились, Осилим? сделаем, конечно. Ну что ж, тогда, как говорит мой шеф, хотя я сам шеф, время – деньги. Поехали. Друзья мои, кстати, сегодня 6 января, суббота. А по субботам здесь все-таки движ Париж, всякие розыгрыши, еще что-то. Мы все-таки, ребят, в казино находимся, да. На первом этаже там всякие вот эти вот розыгрыши, там я тоже там где-то участвую, если что, нас позовут. Так что не удивляйтесь, если я из-за стола тут куда-то улечу, тут девочка красивая придет, да, меня уведет. Так, ну и вот, кстати, вот там вот где-то вот вдалеке, сейчас актерская игра пойдет, да, вдалеке, он там, он тележечка едет. Давайте уже кушать. Ну, погнали. Ну, вообще, на самом деле, Заур, это удивительно. Ребят, смотрите, где вот мое вот блюдо, которое, оно, вот которое я люблю-то? Мы Вот. немножко переиграли эту ситуацию. Мы знаем, что вы любите морепродукты, креветки в испанском стиле. Но мы хотим вам предложить
такое блюдо. Это морепродукты в соусе виски. Тоже сливочный соус, но со своей изюминкой. И здесь не только креветки. Выставляйте на стол. Я... подождите, пирог? Я просто не понимаю, что происходит. Заур. А вы же хотели загадочности? Вот, пожалуйста. Подождите, но это пирог? Давайте мы сейчас будем угадывать. Подождите, 2 блюда закрыты. Одно я вижу открытое, это что-то ближе к моему. И пирог. Хорошо. Я предлагаю, чтобы вы выбирали. Выбирали, то есть это как бы вы нам, да, уже предлагали? Ну давайте. Давайте начнем ближнего ко мне. Отлично. Вот с этого. Да? Давайте попробуем. На самом деле я очень рад, что вы выбрали именно это блюдо. Почему? И это плов. Является символикой гостеприимства. Так как я восточный человек, где бы я ни проживал, находился, гостеприимство при мне всегда. Ну, я вам так скажу, люди очень много нас с Кавказа смотрят. Я думаю, что ребята оценят лайком и комментарием. Друзья мои, ну, вот как вышло, так вышло. Я, если честно, тоже очень рад, потому что плов я люблю. Расскажите, как правильно блюдо называется? Это называется туршу кавурма. Просто обалденный. Да, и такой правильный плов, я уверен, что редко вы где поедите. А есть какие-нибудь истории, связанные с пловом? У нас в Азербайджане на самом деле более 40 видов плов, даже говорят больше. Просто в один прекрасный день я вас приглашу в Азербайджан, и там я вас удивлю по полной программе. Нас давно приглашали, я думаю, что это повод, да. Подскажите, почему выбрали именно вот этот плов, Заур? Это классика. Это классика на любой вкус. А вы с нами? Я попробую. Сперва вы, потом я. Так, ну давайте. Ну, нашим зрителям всем приятного аппетита. Ну и тем, кто за столом сидит, а особенно Диме. Так, ну, поехали. Вырезка ягненка, курага, кишмиш. Нежнейшее мясо. Комментарий уже с вашей стороны. Ребят, не зря все знают, то, что кавказская кухня – это одна из вообще моих самых любимых кухонь мира. Настолько всегда вкусно, сочно. Изюм, он прям вовремя попадается, вот как надо. Это у нас получается… Это курага. Это курага. Это очень вкусно. Еще аромат такой, Ребят, да? просто Вот. посмотрите консистенцию мяса, вот на крупном куске покажу. Просто оно вот, знаете, вот оно просто вот оно вот, но при этом не сухое. Вот прям вот то, что нужно. У нас дегустационные порции. Егор, Или оторваться невозможно? знаешь, я понимаю, почему ты меня пытаешься подколоть из-за экрана. Знаете, ребят, так сложилось, то, что оператор он кушает, но после всех. Прощаю! Заура, подскажите вообще, вот чем этот плов, вот он отличается вот от всех? Может быть, какая-то есть ваша фишечка вот эта вот? Может быть, есть то, вот, что бы вы прям подчеркнули в этом блюде? На самом деле, вот это мой любимый плов. Почему? Потому что оно всегда в охоточку. Вот на самом деле, вот я пришел, Легенько, да, он так раз и легко, зашло. и душевно. Вот я пришел, мне захотелось вот сегодня, да, я попробовал сам лично, да, вот попробовал, я просто был в восторге. И когда вы мне сказали, что чем можешь удивить, я понял, чем я могу удивить. Причем, ребят, заметьте, нету вот этого плавающего жира, всего остального. То есть, несмотря на то, что готовится с мясом, нету вот этого, знаете, как желе, когда настаивается. То есть он идет прям вот реально в охоточку, да, он прям легко так раз его чисто закинул, все, и погнал. Мне очень понравился плов. Ребят, предлагаю перейти ко второму блюду. Плов зашел на ура. Заур – это все-таки пирог или что? Потому что выглядит он необычно и непонятно. Нам тоже гадать? Давайте угадывать. Угадывать нужно, что внутри или… Да. как Мясо, рыба,
или же куриц. Овощи. Нет, ну подождите. Заур человек восточный, но это не может быть рыба, но это мясо, да. Я думаю, что мясо. Ну, давайте посмотрим. Давайте. Ну, получается, мы угадали. Это мясо. Это мясо. Называется пьяный ягненок. А почему пьяный? Ну, потому что этот ягненок родился в винном погребе. Шутка. Добавлением домашнего вина. Ну, это очень интересно. Горячее блюдо, ну, я думаю, что оно прекрасно зайдет после пловчика. Давайте тоже попробуем его. Ну, так вот, Заур, возвращаясь к истории про пьяного ягненка. Это что это? Это прикол какой-то или... Ну, на самом деле, это авторское блюдо, и это придумано сегодня. Лично для вас. И я думаю, что вам будет безумно А как правильно он полностью называется? Пьяный ягненок. Ягненок, картофель, бэби, лучок и добавление вина. Оно томится, и долгое томление получается в такое прекрасное блюдо. У нас как раз здесь винчик, да? Ой, как красненькое сейчас пойдет. Ну, всем приятного аппетита. Ну, поехали, да, давайте попробуем, да. Запах просто потрясающий. Мясо где-то я слышал, едят руками. Руками, да, я просто не могу, это кощунство есть Абсолютно правда. ножом, а то нас не поймут, уважаемые люди. Это блестяще. Сочность я гарантирую. Это у нас баранина. Как баранина? Во-первых, нету никаких запахов. Это понятно. Я думаю, что это подтвердят и люди за столом. Во-вторых, нежнейшая. Она не резиновая. То есть она прям вот сочная-сочная. Нежные корешечки. Ну что скажешь, Алексей, угадал? Знаете, я бы сказал, конечно, на камеру, насколько это вкусно, но вот теперь оно вообще прям... Ой, это очень вкусно. Как вот я приеду в следующий раз, можно так заказать? Обязательно. Не зря видеоролики снимаем, согласись. Вот, секретное блюдо открыли. А вот это вот. Как она? Лучок Вот это карамелизированный. вот. Да, это самое Нам сказали раз. еще там Да. вымачивается, он что-то там замачивает. Ой. Оно сладковато. Но это вкус, я не могу. Вот я тоже сижу и думаю. А как им сунуть туда в камеру? Ну как вот объяснить? Ну вот как он, это, Дим, ну ты можешь сказать? Ты у нас любитель пожрать. Может быть, я молча люблю есть. Может быть, Заура пишет это блюдо так вот, чтобы люди поняли через экран. Какой вот вкус? Он именно вкус мяса. Люди, которые разбираются в мясе, я думаю, что это оценят. Я вполне в этом уверен. Ну, как стейк. Угу. Вот. Хотя я не пробовал это блюдо, но я уже с виду, я вижу и по запаху чувствую, что это... Ребят, это, знаете, это просто... Это вот взял на двоих мужчин, как сел, как влупил вот такую тарелку. И, в принципе, целый день, в общем-то, свободен, да? А если еще с правильным вином... Сложно обозревать, когда все вкусно. Должно быть что-то где-то невкусно, какой-то подвох. А оно вот пока идет как по маслу. Ну, я сказал бы, мастерство не пропьешь. Ну, как есть. Ну, как говорится, переходим к чему? К третьему блюду. Поехали. Ребята, половина своей жизни, в силу того, что у меня отец был военным, я провел в Мурманске. Почему я, собственно, и люблю всякие рыбу, морепродукты и вот эту вот всю вот эту тему. Расскажи, пожалуйста, Константин, что это за тема? Эта тема пока еще без названия. Так. Мы думаем, это будет в нашем новом средиземноморском меню. Это сате из морепродуктов. Здесь присутствуют креветки, осьминоги, морской гребешок, кальмары. О,
Морской гребешок – это очень хорошо. Это все приправлено немножко нестандартным соусом с добавлением виски. Виски? Даже так? Да, мы нашли виски, в котором играет нотка водорослей. И на этом вкусе мы объединили морепродукты. Виски? То есть, стой, виски с ноткой водорослей? Совершенно верно. Окей, попробуем. И все это еще с хлебушком бриош, для того, чтобы вы могли этот соус... Смакануть, я понял. Ну, это да. Это сейчас оно вообще прям пойдет. Это моя тема. Погнали дальше. Так, друзья мои, но это блюдо порционное. Так что что? Сидишь? Так что ем я его один. Мои хорошие, на самом деле, это вот все, кто-то гребешки не любит, кто-то еще что-то не любит. Вы по предыдущим роликам все это посмотрели, увидели, я вот это вот все, вот это вот то, что ползает, вот эти всякие ракушки, раковины, да, во все вот это открывающиеся, я очень это люблю, особенно когда вот этот соусом смакнул, погонял. Ой, я начну, как всегда, с креветочек, это просто вот прям, я здесь, кстати, очень часто беру креветки, как они там... О! Димочка шарит, я его вчера угощал. В чесночно-сливочном соусе, да, поэтому здесь прям... Ой. Ну... У нас это блюдо новое, даже пока меню не появился. Ну, шеф решил для вас все-таки сделать такое прекрасное блюдо. Шеф за кадром сказал, еще вчера присасывался. Представляешь, живой, да, как живой. Вот так вот его понял, да? Смотри. Ну, давай крупники берешь. Вот так вот его смакнул туда, да? Вот так погонял. И знаешь, вот это вот. Представьте, что я даже не пробовал это блюдо. Да ладно. Да? Очень мне интересны гребешки. Гребешки, кстати, раньше много-много, когда в Мурманске были, мы их, не знаю почему, откуда-то они у нас всегда появлялись. То есть прям вот как-то мы их стабильно кушали. А потом была очень долгая пауза, и вот совсем недавно мы тоже были в ресторане. Сереге привет огромный. Вот, заново попробовали, да. Кто, кстати, не смотрел, я ссылочку внизу оставлю в описании. Вот, и пошло, поехало. Уф, я прям самый мягкий гребешок, который я ел за последнее время. Ну, нет вот этого, знаете, что он расплывается, еще что-то. Смотри, консистенция какая. Просто шикарная. Не знаю, это очень вкусно, ребят. Попробуйте, вот это блюдо прям рекомендую тоже попробовать. Вы мне скажите, вот, Заур, вот они, когда вот придут, да, наши подписчики, вот если кто придет, вот скажет, а можно мне вот как у Леши вот такой? Естественно. Есть блюда, как предварительные заказы. Плов, пьяный ягненок. Это все заранее мы как бы должны знать. Ну, это в общении мы разберемся с гостями. Вы об этом даже можете не переживать. Я вообще не переживаю. То есть они с Москвы взяли, позвонили, говорят, вот можно мне поляну, как у Алексея? Так? Да. Мы завтра прилетаем. Достаточно будет. Друзья мои, ну тут вообще, мне кажется, вопросы, они излишни. Я думаю, на ужин надо попробовать. Я отвечаю, это очень вкусно. Это прям вот, ну вот прям вот то, как надо. Ну, что ж, джусом надо запить свежевыжатым. Кстати, знаешь, как делаю? Всегда заказываю. Не знаешь? И ты не знаешь? 50/50. Апельсинчик и грейпфрут. Просто песня вообще. Дома, кстати, также сокружималки делают. У нас, значит, там с вами 4-е блюдо от шефа. Предлагаю перейти туда, но я напоминаю. 24-й год, сразу начало с авторских роликов, а может их и вообще будет, вообще одни авторские оставить на канале. Давай, мой хороший, комментарий, палец вверх, что просто турбо включилось на ютубе, что все это стрельнуло, отстрельнуло, как только можно. Давай, мой дорогой, переходим к 4-му блюду. Поехали. Я, если честно, не пойму, это что? Вот это вот мясо, по-моему, мясо, да? Это утка. Или это утка. Утиное филе. Утиное филе с капустой, тушеной в вине, с соусом из айвы.
Это, это вот сзади, это это капуста, красная капуста, мариновалась в вине и портвейне сутки, потом тушилась в собственном соку. Слушайте, ну это должно быть очень вкусно. Я думаю, что вот это сочетание Это вот блюдо из нашего рождественского меню. Оно бесподобно, я думаю. Я думаю, что оно многим вот это зайдет. Ну, пойдемте пробовать. Всем приятного аппетита. Он там что-то рассказывал, что она там замачивается там сутки там в вине. Я помню, да? О. И что-то там... С нотками водорослей. С нотками водорослей, это да, это присутствует. Вот вы... Так, ну что ж. Попробуйте. Я предлагаю приступать. Ребят, напишите тоже в комментариях, может нам фудблогерами стать, а? Я что-то так подумал, мало ли год голодный будет, мы, знаете, никогда не пропадем. Вот, Именно сочетание с этим соусом просто вот... знаешь, сидит, смотрит на меня, да? Угу. Оттеночки морской капусты. Я вам так скажу, что вот это блюдо понравится не всем. Но кто любит морскую капусту, она не перебивает вкус утки, но вот в сочетании вот с этими со всеми, вот от сайвой, со всем остальным, очень необычно, очень интересно. И, кстати, спасибо огромное шефу, он уже трудится на благо, так скажем, всего ресторана. Он необычный, интересный вкус, молодец, что не побоялся это блюдо вынести, это дорогого тоже стоит. Спасибо огромное. На самом деле в блюдо, когда добавляешь это, она же испаряется. Да, Конечно, как бы, конечно. Да, вот. И в процессе, да, Морской капусты. тушенное именно вот это, он сохраняет все-таки какие-то, ну, добавление уже каких-то ноток, все-таки блюдо становится... Но оно такое уже чисто для гурманов. 100%, которые вот в да. Да, конечно. На самом деле, уточка приготовлена идеально, не резиновая. Как говорится, кто будет пробовать, пишите потом в комментариях, понравилось или не понравилось. И когда, кстати, были. Так что, приятного аппетита. Ну что ж, дорогие друзья, пришло время попрощаться с Зауром. Заур, спасибо огромное вам. Мы пойдем запишем финал, концовку. Я там нашел одно очень красивое тоже место. Вас хочу поблагодарить за, чтобы вы понимали, 4 с лишним часа уделенного времени, пока вот мы вот это все снимали. Очень приятно, что откликнулись, хотя битком, вам вообще, по идее, нужно там находиться. От всей нашей команды, от всего нашего канала огромное вам спасибо, вы очень душевные и... Такими приятными людьми приятно сидеть, общаться, и тем более вы о нас хорошее впечатление остались, это меня радует на самом деле. Поэтому и приезжаем. Ну что ж, друзья, мы пойдем записывать финал. Прощаемся. Спасибо вам огромное от всего канала. Только дальнейших успехов, крепкого здоровья, ну и продвижения. Спасибо, дорогой. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, ролик подходит, к сожалению, к концу. Вроде бы только с тобой поздоровались, а уже пора прощаться. Хочу выразить огромнейшую благодарность администрации всего казино Опера, всем рестораторам, Зауру, Руслану, Косте, шеф-повару, всем девчонкам. Девчонки, спасибо, что там помогали таскать блюда. Короче, всем. Я рад, что у нас получилось показать еще одно шикарное место, где можно приятно провести время, где я сам отдыхаю, ну и, конечно, вкусно покушать. Ну что ж, это первый авторский ролик в 2024 году. Обязательно протопите его вашим королевским лайком, если ждете продолжения подобных рубрик. Обязательно еще что-то поснимаем. Ну, конечно же, вернемся в Беларусь поснимать дневную, ночную жизнь, ну и показать отдых. И, конечно же, сколько это стоит. Всем удачи, ребята, добра, коммент, лайк. Мы погнали. Увидимся.